Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я открою вам маленькую тайну. И благодаря этой тайне вы узнаете, почему мир находится в одних руках и как мы с вами способствуем сохранению королей и королевств и продолжительности рода королей. С давних времен создавались браки между королями. И в дар новому семейству они передавали им земли для новой королевской семьи. Так образовывались другие королевства. И по той же схеме за 1000 лет одна кровь образовала в себе огромную территорию независимых друг от друга королевств. Каждому королевству нужны были подданные, холопы, крестьяне, придворные. Придворные – это те же холопы, только рангом повыше. Королевства между собой не воевали и не собирались воевать до тех пор, пока количество мужчин в королевстве не переваливало критическую отметку. Это называлось мужское перенаселение. Для короля, как нам рассказывают, было выгодно, чтобы воинов было много. Но мы ведь понимаем, что все королевства, как я говорил выше, это породненные между собой. Одна большая семья, которая не допустит хаоса в своих королевствах. И при достижении перенаселения мужских особей в королевстве возникали недовольства в отношении короля. Недаром сказки нам говорят о том, что нет-нет, а какой-то мужик, да и пошел к королю вопросы задавать. Мол, что да как, и почему ты король, а я мужик, да и доколе это будет, а где равноправие, свобода и все, что с этим связано. Король понимал, что начинается внутренний разогрев мужиков, которые могут попросту его выгнать из королевства и забрать земли семейства себе. А значит, большая семья, создавшая много-много королевств, может лишиться своего статуса, статуса хозяев огромной территории с королевствами. Поэтому для усмирения мужского недовольного нрава стали создавать искусственные ситуации, при которых два королевства втайне договаривались развязать войну между собой. Первыми призывами к войне служило то, что находили вдруг труп женщины и обязательно стрелу или кинжал с аббревиатурой другого королевства, чтобы было понятно, кто убил мирную поселенку. О таковой ситуации обязательно объявлялось в голос на площади, и король призывал защитить не его, а мирных жителей королевства. Самое интересное, что раньше короли между собой договаривались о месте и времени, где будет происходить битва. Сами, естественно, были сторонними наблюдателями и с восхищением созерцали, как и с той, и с другой стороны мужики, которые представляли угрозу королю, попросту убивали друг друга. Эдакое самоубийство недовольных властью холопов. Разгрузив таким образом угрозу, королевство в течение нескольких десятков лет снова жило спокойно, пока снова не появлялась угроза мужского непокорного перенаселения. И снова искался повод для войны. Сговор королевств был очевиден. Короли не погибали на войнах никогда и нигде. Всегда самоуничтожались те, кто воевал. Оставались женщины и дети, которые вполне справлялись с холопской долей. Угроза нападения всегда была основой создания и поддержания некоторого количества мужчин в воинских доспехах, которые являлись защитниками короля и королевства в целом. Некоторым образом привилегированный класс, исполняющий приказы в четкой дисциплине и преданный королю. Это позволило некоторое время без войн между королевствами усмирять мужчин и ставить их уже на поток преданности. Отвага, вера, отечество, защита, героизм, должности, звания, командиры, подчиненные, солдаты и офицеры. Весь этот спектр делал из большого числа мужчин большое число воинов, которые не были угрозой, а были уже наоборот преданными именно королю и готовы были за короля сложить головы.
Однако и в этом случае росло перенаселение мужчин и, естественно, пустела казна, казна короля, чтобы преданных ему военных можно было прокормить. Королевства снова вступали в сговор и по старому принципу выбирали место и время, выставляли своих солдат в чистом поле против друг друга и отдавали команды. Зрелище было кровавым и в то же время захватывающим. Воины просто убивали друг друга на расстоянии, а в глазах сверкала честь, отвага и героизм. Часто задавали историки вопросы по одному только факту военных действий. Почему всегда сталкивали войска лбами в установленном месте, и никогда не было такого, чтобы кто-то внезапно сам напал первым на королевство? Нет, это редкий случай и касался только иноземных захватчиков, много позже. А так, просто как и ранее, самоубийство холопов, которых нужно было кормить. И снова наступало время затишья и спокойствия для королей одной семьи на большой территории. Однако население увеличивалось, и возгласы непокорных и несогласных вновь проявляли себя в разных королевствах. Нужно было поселить в народ новую идею сплочения за короля, а не против него. И тут появилась национальность. Странно, но многие поверили в существование национальности и отделили себя по признакам названия территории. Мол, если я живу сегодня в Италии, то я по национальности итальянец, а если я в Германии, то по национальности я германец, а если в Англии, то англичанин и так далее. И главное, что волна разделения мира по национальностям прокатилась по всему миру практически одновременно. Особо ничего выдумывать не нужно. Просто человеков королевства стали называть по названию королевства, и все. А людям объявили, что в них течет какая-то определенная кровь, причем соответствующая названию территории, на которой они проживают. Народ был малообразован и принял национальность, отделяя себя от других людей, проживающих в других королевствах. Так короли получили еще один кнут повиновения по национальному признаку. А люди гордились своими новыми для себя определениями и реально считали, что их кровь отличается от крови человека соседнего королевства. Ведь названия разные, а значит и национальность разная, а значит и кровь разная. Пропаганда дошла до того, что появились конфликты на национальной почве. А чтобы не было конфликтов, короли издали закон о гражданстве по национальному признаку. Так появились граждане государства-королевства, наделенные обязанностями и правами. При невыполнении обязанностей тебя уже могли судить, казнить и миловать. Более того, каждый король и королевство в целом пропагандировали преимущество над другими национальностями, закрепляя в душах подданных чувство гордости за своего короля и королевство в целом, и уже защищая принципы сообщества, но уже гражданского национального сообщества. Конфликты на национальной почве уничтожали не меньшее количество человеков, чем реальные войны, ведь каждый доказывал преимущество именно своего названия для данной территории. Мол, я истинный украинец, и во мне течет украинская кровь, а ты русский, а соответственно в тебе течет русская кровь. А значит, мы разные, и главное, мы враги. Ведь мы обозвали свою кровь по-разному, вернее не мы, а короли, и назвали давно, когда народ был малообразован. Регулирование и контроль по национальному признаку нужно было закрепить и объединить во всех королевствах общими правилами внутри объединенных королевств. А значит, нужно создать что-то общее, что может объединить совершенно всех граждан королевства на большой территории. Для этих целей придумали религию и религиозные течения. И вот Рим объявляет католицизм и объединяет под этим течением большую часть граждан европейских королевств в целом.
Освящение вероисповеданием явилось основным принципом существования граждан королевств в сообществе на большой территории. В противовес нужно было придумать другие течения для того, чтобы люди могли определить себя не только по национальному признаку, но уже и по религиозному. Так возникновение разных религиозных течений разделили огромные территории на империи, объединенные одной духовной религиозной идеей. И снова начались войны и конфликты, но в этих войнах и конфликтах мужчин уже в огромном количестве стали отправлять воевать друг с другом против другой империи. Войны между империями уменьшили мужское население практически в 3 раза, и все это на фоне движения вероисповеданий. Как вы понимаете, людей всегда разделяли сначала маленькими королевствами, потом больше, больше и больше. И в то же время любая форма выделяла короля в защиту. Национальность определял король в своем королевстве, и тут же священник определял и закреплял вероисповедание холопа, где четко указывалось, что цари и короли неприкосновенны, так как это люди во главе по Божьей воле. Кто был не согласен, тот был против веры, а значит просто казнили. Когда уничтожение мужиков уже вставало на поток и цивилизация развивалась, придумали служение в армии, аж на 25 лет в армии, чтобы забрать мужика от барина. Плохого мужика забрать от барина, того мужика, который мог барину угрожать. Повинность на 25 лет в армии исключила практически полностью то, что против барина мог кто-то вообще возникать на его барской территории, потому что если что не так, то восвояси служить как положено. Холопы боялись капризничать и уже не задавали барину много вопросов. Но барин всегда отправлял определенное количество мужиков, как положено, как дань для короля или царя, отправлял в воинские формирования. Ему холопов было не жалко. А когда через 25 лет мужик возвращался, он думал только об одном – о потомстве, о земле и о детях. И главное, по истории мы замечаем только одно. Короли, которые в войнах терпели поражение, никогда не предавались казни или гонению. Чаще проигравший король получал статус особого гостя при королевстве со всеми почестями и прислугой. Если у побежденного короля имелись дети, а сейчас внимательно слушайте, то в обязательном порядке необходимо было установить родство между победителем и побежденным через брак их детей, что обуславливало собой продолжение уже мирного существования в дальнейшем, как уже родственных связей, и делить эту землю уже было некому и незачем, она входила в состав рода по крови. Наличие детей у короля было практически обязательным, в любом случае обязательным. Если брак не приносил потомства, то меняли либо супругу, либо супруга. Детей тщательно скрывали, давая им имена и фамилии, не вызывающие даже намека на то, что ребенок имеет королевскую кровь. По мере появления свободных земель или основания нового королевства, в наше время государства, ребенок, носитель королевской крови, представал перед тайным обществом для избрания на пост руководителя той или иной колонией, землей, государством. Иногда дети получали государство, даже совсем не понимая, в чем заключается их роль и почему они должны управлять. Но допускать к трону чужую кровь нельзя ни при каких обстоятельствах. Также были распространены браки по доверенности, когда тайное общество, изучая родословную ветвь своих предков и выискивая наследников, создавали заочно пары для продолжения королевского рода. Все происходило по-настоящему, но в свадебной процессии участвовали представители со стороны жениха и со стороны невесты.
Позже они встречались и либо разочаровывались, увидав друг друга, либо радуясь прекрасной половине. Но брак расторгнуть было нельзя. Брак был создан решением тайного общества представителей империи, и его решение неоспоримо. И таким образом, дорогие мои друзья, когда вы теперь понимаете, что на самом деле происходило, происходит, и я думаю, будет происходить, то мы должны для себя принять как должное и как обязательное только одно условие и только одно правило. Мы с вами не хотим просто-напросто быть сегодня холопами, которых отправляют на войну. Мы с вами прекрасно понимаем, что миром управляет одна кровь, миром управляет один род. И миром управляет не хаос, а конкретная структура, где отлажены все механизмы. Случайный человек в управление миром не попадет. Ну что ж, дорогие мои друзья, подписывайтесь на мой канал, и я думаю, что вы узнаете еще много и много интересного.